Прямо сейчас за вашим окном сидит динозавр. Не потомок динозавра, не дальний родственник. Настоящий динозавр. С чешуей на лапах, с 3 пальцами, глядящими вперед. Точь-в-точь, как в трехпалом следе теропода. С костями, полными воздуха, как у всех его вымерших родичей. Мы просто привыкли называть его воробьем. Все знают, чем все закончилось. Астероид 66 миллионов лет назад — конец эпохи. И это правда. Но только половина правды. Потому что одна ветвь этой семьи прошла сквозь конец света и долетела до наших дней. А теперь представьте все остальное. 165 миллионов лет. Столько длилась их власть над планетой. Чтобы почувствовать это число, наш собственный вид живет на Земле около 300 тысяч лет. Динозавры правили в 500 раз дольше, чем мы вообще существуем. За этот фильм мы пройдем весь их путь. От первых ящеров размером с собаку до существ тяжелее пассажирского самолета. Мы увидим Землю, которой больше нет, без единой травинки, с чужими материками и чужим небом, и увидим, как на ней впервые в истории распускается цветок. И узнаем, кем они были на самом деле. Не чешуйчатые чудовища из старых фильмов, а живые, теплые, покрытые перьями животные, о которых наука за последние 20 лет узнала больше, чем за предыдущие 200. А в самом конце мы вернемся к тому весеннему дню, к нескольким часам, которые убили целый мир. Но начнем мы не с динозавров. Начнем с катастрофы, которая расчистила им место. 252 миллиона лет назад. До первого динозавра еще больше 20 миллионов лет, а планета уже стоит на краю. Это Земля, но вы бы ее не узнали. Все материки сдвинуты в один, гигантский, от полюса до полюса. Его назовут Пангея. Одна суша, один океан вокруг. В глубине этого континента тысячи километров раскаленной пустыни, куда никогда не доходит дождь. И все же жизнь здесь есть, и ее много. Неуклюжие звероящеры, дальние предки млекопитающих, а потом в Сибири трескается земля. Не вулкан, не сотни вулканов. Целая страна огня. Лава заливает площадь размером с современную Европу и не останавливается сотни тысяч лет. В воздух идут углекислый газ, метан, серная кислота. Планета нагревается, океан теплеет, теряет кислород и начинает задыхаться. То, что происходит дальше, геологи назовут коротко и страшно – великое умирание. Исчезает 96% всех морских видов, 7 из каждых 10 наземных. Представьте, из каждой сотни видов в море остается 4. Жизнь не просто отступает, она проваливается. Это самое страшное вымирание за всю историю Земли. Материки по-прежнему сжаты в один – Пангею. В ее сердце тысячи километров раскаленного песка, где температура за день и за ночь скачет, как в открытом космосе. Дождь сюда почти не доходит, зато по краям у воды поднимаются первые зеленые острова жизни – рощи хвойных, заросли папоротников, приземистые саговники, похожие на ананасы размером с человека. Травы нет, ее не будет еще 100 с лишним миллионов лет. Под ногами голая земля, палая хвоя и папоротник. Планетой правят псевдозухии, родня современных крокодилов. Крупные, бронированные, зубастые, они занимают все главные роли хищников. Рядом звероящеры, теропсиды, приземистые, неуклюжие, с уже почти млекопитающими чертами. Один из них, мелкий цинодонт размером с кошку, возможно, уже покрыт шерстью и греет тело изнутри. Это наш прапрадед. Пока он прячется по норам. И до чего же причудлив этот забытый мир? В Южной Америке охотится завразух, 7-метровая машина для убийства, но на прямых, поставленных под корпус ногах, а не в раскоряку, как ящерица. Рядом бродит десмотозавр, бронированный вегетарианец, ощетинившийся полуметровыми шипами на плечах, как ходячая колючая проволока. У воды сопит плацериас, грузный, как бык, с парой клыков бивней, и он не рептилия вовсе, а дальний родич нас с вами. Триас — это целый утраченный бестиарий, черновик жизни, репетиция перед тем, как на сцену выйдут динозавры. А где же герой нашей истории? Геррерозавр вытягивался на 6 метров и весил, как хороший кабан, уже настоящий хищник. Целофизы даже бегали стаями, их находят целыми кладбищами, десятками разом. Они шустрые и смышленные, но их мало, и главные роли не у них.
Первые динозавры — это не короли. Это статисты на краю кадра, которые ждут своего выхода уже 20 миллионов лет. Есть среди них и первый намек на будущих гигантов. Платеозавр, уже 6, а то и 10 метров, и ходил он строго на 2 ногах. Его руки попросту не годились для опоры, ладони не разворачивались вниз. А чтобы дотянуться до верхних веток, он приподнимался еще выше, опираясь на хвост, как на треногу. Пока это лишь эскиз тех исполинов, что придут в Юре. Но эскиз внушительный. И заметьте, пока суша делит троны, жизнь уже вовсю осваивает воду и воздух. В теплых морях Триаса скользят ихтиозавры, рептилии, вернувшиеся в океан и ставшие похожими на дельфинов. Некоторые чудовищны. Шенизавр дорастал до 15 метров размером с кашалота, а в прибрежных водах охотится, пожалуй, самое странное существо эпохи – теннис-трофей. Половину его 6-метровой длины занимает шея, тонкая, негнущаяся, набранная всего из дюжины чудовищно вытянутых позвонков. Долгие годы думали, что он удил рыбу с берега, свесив эту шею в воду. Оказалось, все наоборот. Он почти не выходил из воды и подкрадывался шеей к добыче из засады, не тревожа поверхность телом. А еще выше происходит настоящая революция. В небо поднимаются первые в истории позвоночные, освоившие настоящий машущий полет – птерозавры. Пока они невелики, размером с ворону, зубасты и длиннохвосты. Но небо, прежде принадлежавшее только насекомым, отныне занято. Земля обжита сверху донизу, и все это еще до того, как динозавры получили свой шанс. 201 миллион лет назад Пангея начинает рваться по шву, там, где однажды будет Атлантический океан. И снова из трещин хлещет лава, снова в воздух идут ядовитые газы, снова планета задыхается. А если вы хотите поддержать канал, поставьте лайк. Это правда помогает нам делать такие фильмы, а мы двигаемся дальше. И между ними вливается теплое море. Больше берегов, больше дождей, больше жизни. Исчезают выжженные пустыни в сердце континента. Их место занимают влажные леса из гигантских хвойных, папоротников и гинга. Льда нет нигде на планете, даже на полюсах. Это парник размером с целый мир, и в этом парнике жизнь принимается расти. В прямом смысле расти. Земля вздрагивает раньше, чем приходит звук. Так шагает существо, каких Земля не носила ни до, ни после. Это завроподы, динозавры на длинной шее, самые большие животные, когда-либо жившие на суше. Диплодок вытягивается на 30 метров, длиннее теннисного корта. Брахиозавр поднимает голову на высоту 4-этажного дома и объедает верхушки деревьев, до которых больше не дотягивается никто. Их шеи работают как строительные краны, их ноги как колонны, а сердце должно гнать кровь вверх, к мозгу, с такой силой, что инженер бы не поверил. А рекорд по шее держал китайский мамончизавр. Одна только шея больше 15 метров, длиннее, чем все остальное тело с хвостом вместе взятое. Самая длинная шея, какую вообще носило наземное животное. Как они вообще питались, чтобы прокормить такую тушу? Да очень просто, не жуя. Завроподы не пережевывали пищу вовсе. Они срывали тонны зелени и глотали ее целиком, а переваривал все огромный, как бочка, желудок. Одного мозга размером с апельсин на 30 тоннах тела им вполне хватало. Там, где есть гиганты травоядные, всегда появляется кто-то, кто на них охотится. Выходит аллозавр, главный хищник юрских лесов, 9 метров злости на 2 ногах. А напротив него стегозавр с двойным рядом костяных пластин вдоль спины и 4 острыми шипами на хвосте. Для чего были пластины, спорят до сих пор. То ли грелись на солнце, то ли отпугивали врагов, то ли подавали сигналы своим. А вот шипы сомнений не вызывают. В найденных костях аллозавра есть пробоины точно по их форме. Стегозавр умел за себя постоять, а вокруг главных героев кипит массовка. Бок о бок с аллозавром охотится цератозавр, поменьше, зато с рогом на носу и гребнем костяных пластин вдоль хребта. Точно хищный носорог. Под ногами у гигантов шныряет компсогнат, изящный хищник размером с курицу, гроза ящериц и стрекоз. А в гнезде попискивает детеныш другого хищника – скиурумим, и он с головы до хвоста покрыт пухом. И стегозавр был не одинок. В Африке жил его родич кентрозавр, у которого пластины к середине спины сменялись чистоколом острых шипов, торчащих даже из плеч. Но самое важное событие этой эпохи — тихое, и вы бы его не заметили.
Где-то на ветке сидит существо размером с ворону, покрытое настоящими перьями. Перья появились не для полета. Сначала это был просто теплый пух, чтобы греться и красоваться. Но у одного существа они однажды сработали иначе. Знакомьтесь, Археоптерикс 150 миллионов лет назад. Наполовину динозавр, с зубами, когтями и длинным костяным хвостом. Наполовину птица, с крыльями и оперением. Когда его отпечаток нашли в тонком известняке Германии, он стал самым знаменитым переходным звеном в истории науки, живым мостом между ящером и птицей. Помните воробья за вашим окном из начала фильма? Вот здесь, в Юрском лесу, начинается его род. И перья в ту эпоху пробовали самые невероятные формы. Крохотный Иичи размером с голубя пошел вообще другим путем. Вместо оперенных крыльев он растянул кожистую перепонку, как летучая мышь, и планировал между стволов. Тупиковая веточка эволюции, но какая красивая. А далеко на севере, в Сибири, бегал Кулиндодромеус, маленький травоядный динозавр из совсем другой ветви семьи. Значит, пух родился у динозавров куда раньше и куда шире, чем считалось. А пока суша осваивает перья, море и небо тоже не пустуют. В воде скользят ихтиозавры, рептилии, ставшие похожими на дельфинов. У офтальмозавра глаза размером с обеденную тарелку, чтобы охотиться в темной глубине. Но настоящий кошмар этих глубин – плеозавр. Короткая шея, торпедообразное тело и череп длиной с человека, полный зубов размером с банан. В небе же, на кожистых крыльях, режут воздух птерозавры, длиннохвостый рамфоринг с чистоколом игольчатых зубов и головастый диморфодон, забавно похожий мордой на тукана. Планета обжита сверху донизу, а в тени всех этих гигантов по ночам все еще шмыгают наши предки млекопитающие, размером с мышь, тихие, терпеливые. Их время придет, но еще не скоро. А теперь меловой период. Самая богатая, самая странная и самая знакомая нам эпоха динозавров. Именно там живут все звезды, ради которых вы, возможно, и включили это видео. В этой главе на Земле впервые происходит то, что вы видите каждый день и считаете само собой разумеющимся. Появляются цветы. 100 с лишним миллионов лет планета была зеленой и только зеленой. И вдруг в раннем мелу растения изобретают цветок, способ приманить насекомое, чтобы то разнесло по яйцу. Мир начинает окрашиваться. Вместе с цветами расцветают пчелы и бабочки. Воздух впервые пахнет нектаром. Именно тогда в меловых лесах появляются и первые пчелы. Еще мелкие и невзрачные, больше похожие на ос, чем на мохнатых сборщиц меда, которых мы знаем сегодня. Но сделка уже заключена. Цветок кормит насекомое нектаром, насекомое переносит по яйцу. Союз, на котором и сейчас держится добрая половина всего, что мы едим. Меняется и сама карта. Материки расползаются к привычным нам очертаниям. Океан стоит высоко, и целые континенты рассечены мелкими теплыми морями. А на этой обновленной сцене жизнь ставит свой самый пышный спектакль и выпускает на нее звезд, которых вы знаете по именам. Сначала о размерах. В южном полушарии бродят титанозавры, вроде аргентинозавра, до 30 с лишним метров и весом под 70 тонн. Это тяжелее пассажирского самолета. Крупнейшие существа, когда-либо ходившие по нашей планете, и они все еще травоядные, все еще мирно объедают верхушки деревьев. А иные завроподы в мелу изобретали себя заново. Нигерзавр держал голову у самой земли и пылесосил низкую поросль ртом, широким, как садовые грабли, с 5 сотнями сменных зубов в один ряд. Аргентинский амаргозавр отрастил вдоль шеи двойной ряд длинных шипов. Не то парус, не то гриву, не то живое предупреждение «не подходи». Двух одинаковых силуэтов в этом мире было не сыскать. А теперь тот, ради кого включают такие фильмы – Тираннозавр Рекс. Забудьте на минуту все, что видели в кино. Да, он огромен – 13 метров до 8 тонн, но его сила не только в размере. Его укус самый мощный из всех известных для сухопутных животных. Он ломал кости, как мы разгрызаем сухарик. Его зрение было острее человеческого раз в 13. Его обоняние работало как у стервятника. Он чуял добычу за километры. А еще он не всегда был чудовищем. Тираннозавр вылуплялся из яйца птенцом размером с индюшонка, нескладным и, вполне возможно, пушистым. Пуха самого Рекса пока никто не находил, но у его мелких родичей отпечатки перьевых волокон есть, так что пушистый птенец не выдумка художника, а обоснованная догадка. И лишь к 20 годам он набирал свои тонны, взрослел рывком, как подросток, который за одно лето вымахивает выше отца.
Но самый большой хищник эпохи не он. В реках Северной Африки за десятки миллионов лет до тираннозавра охотился спинозавр. 15 метров, парус на спине и, как выяснилось совсем недавно, весловидный хвост. Это был первый известный нам динозавр, который по-настоящему плавал и охотился в воде, как гигантский крокодил. И раз уж мы заговорили о кино, поправка, которая расстроит фанатов парка юрского периода. Велоцираптор был размером с индюка, по колено взрослому человеку, и он был покрыт перьями. Это не догадка. На костях его предплечья сохранились бугорки, к которым крепились маховые перья, точь-в-точь, как у птиц. Умный, быстрый, опасный для добычи своего размера – да, но не рослый чешуйчатый убийца с экрана. Того, кого показали в кино, на самом деле звали иначе, и он был крупнее, но правда, как обычно, интереснее выдумки. И тираннозавр был не единственным гигантом-убийцей. В Южной Америке царил гиганотозавр, даже чуть длиннее Рекса. Рядом носился карнотавр, мясной бык, пара рогов над глазами, поджарое тело спринтера и уморительно крошечные ручки, еще меньше, чем у тираннозавра. Но самые странные хищники давно перестали быть просто хищниками. Терезинозавр, пузатый, пернатый, с когтями длиной в человеческую руку, на деле объедал листву, а косами на лапах, похоже, лишь пригибал ветки. Дейнохейр щеголял утиным клювом, горбом на спине и руками в 2,5 метра. А рядом с хищниками целый парад травоядных, каждый со своим изобретением. Трицератопс с 3 рогами и костяным щитом. Утконосые гадрозавры, у которых во рту до 1500 зубов, а на голове полые гребни, работавшие как духовые трубы, ими они перекликались низким гулом через лес. Анкилозавры – живые танки, закованные в броню с костяной булавой на хвосте. Каждый вид – отдельное инженерное решение задачи «как не быть съеденным», и у каждого свой характер. Утконосый паразауролов носил на затылке 1,5-метровую полую трубу и, продувая ее, ревел басом, будто в исполинский тромбон. Стирокозавр венчал свой воротник короной острых шипов. Толстоголовый пахицефалозавр сшибался с соперниками куполом черепа в 1/4 метра толщиной, самым толстым черепом среди динозавров. На десятках найденных куполов остались следы травм, хотя ученые до сих пор спорят, бил он лоб в лоб или толкался боками. А маленький пситтокозавр – один из немногих, чей настоящий цвет мы знаем. Темная спина, светлое брюхо – идеальный камуфляж для жизни под пологом леса. И опасность подстерегала не только сверху. В реках залег дейнозух, крокодил-переросток 12 метров, охотившийся на самих динозавров у водопоя, а по ночам к гнездам подкрадывался репиномам, коренастый зверь размером с барсука. В одном его окаменевшем желудке нашли детеныша динозавра. Да, иногда млекопитающие ели динозавров, а не наоборот. Наши предки уже точили зубы. И о том, о чем почти не рассказывают. Динозавры жили даже за полярным кругом. На Аляске находят целые сообщества, которые пережидали до 4 месяцев непрерывной полярной ночи, в холоде, при свете звезд. У некоторых были непропорционально большие глаза, чтобы видеть в долгих сумерках. Море и небо мелового мира под стать суше. В воде царят мозазавры, морские ящеры до 17 метров, с которыми не спорит никто. Рядом с ними скользит элосмозавр с невероятной шеей из 72 позвонков, вдвое длиннее туловища. Гребет ластами гигантская морская черепаха архилон размером с легковой автомобиль, а хищную рыбу ксифактинус находят окаменевшей с целой проглоченной добычей в брюхе, сорвалась на последнем обеде. А между всеми ними в каждом меловом море плавали аммониты, дальняя родня осьминогов и кальмаров, спрятавшая мягкое тело с щупальцами в закрученную раковину. Самые крупные вырастали до 2 метров в поперечнике. Их находят миллионами. По аммонитам геологи определяют возраст пород, а на многих раковинах отпечатались круглые следы зубов мозазавров. А небо принадлежит птерозаврам всех фасонов. Птеранодон с длинным костяным гребнем на затылке кружит над волнами, высматривая рыбу. Бразильский тупандактил несет на голове парус-гребень больше собственного черепа, сущий рекламный щит, чтобы приманить пару. Но всех превосходит Кецалькоатль, птерозавр размером с небольшой самолет, с размахом крыльев в 11 метров. На земле он складывал крылья и вышагивал на 4 конечностях, как гигантский аист, ростом с жирафа. Представьте эту тень, скользящую по земле. Это последняя великая эпоха динозавров. Мир на самом своем пике. И ни одно существо в нем не догадывается, что до конца осталось совсем немного. Но прежде чем мы дойдем до того дня, нам нужно ответить на главный вопрос фильма.
Мы столько говорили о том, какими они были снаружи, а кем они были на самом деле, внутри. Все, что осталось от динозавров, это кости. Голые кости в камне. И вот загадка, которая долго казалась неразрешимой. Как по одному скелету понять, какого цвета было животное? Было ли ему тепло? Заботилось ли оно о детях? Ревело оно или молчало? Потом, буквально за последние 20 лет, все изменилось. Началось с Китая, с середины 90-х. В тонких сланцах стали находить динозавров с отпечатками того, что их покрывало. И это была не чешуя, это были перья. Оказалось, что множество хищных динозавров, от мелких рапторов до, возможно, молодых тираннозавров, носили перьевой наряд. Не для полета, для тепла, для маскировки, для того, чтобы нравиться друг другу. Тот образ голого чешуйчатого ящера, с которым мы выросли, устарел. А дальше то, что казалось невозможным. Ученые научились определять цвет. В перьях сохраняются микроскопические зернышки, меланосомы, и по их форме можно вычислить окраску, как у современных птиц. Так мы узнали, что маленький анхиорнис был черно-белым с рыжим хохолком на голове, что четырехкрылый микрораптор отливал сине-черным металлическим блеском, как ворон на солнце, что у пушистого синозавроптерикса был рыжий полосатый хвост. Это не фантазия художника, это измеренный факт. А иногда сохраняется и цвет самой кожи, без всяких перьев. В Канаде нашли Бореала пельто, бронированного динозавра, погибшего и мумифицировавшегося так идеально, что уцелел пигмент. Он был рыжевато-коричневым сверху и светлым снизу, тот самый контршейдинг, маскировка, какую и сегодня носят олени. Значит, даже этому закованному в броню гиганту было кого бояться. Но тут честная оговорка, без которой нельзя. Такой фокус работает только там, где уцелели перья или кожа, а это редчайшая удача. А вот какого цвета был сам тираннозавр, мы по-прежнему не знаем. Любой тирекс, которого вам показывают, раскрашен на глаз, и когда кто-то уверенно говорит вам точный цвет, он просто рисует. Изменилась и сама их осанка. Еще полвека назад динозавров рисовали как Годзиллу, вертикально, с хвостом, волочащимся по земле. Теперь мы знаем, это ошибка. Тело держалось горизонтально, как коромысло, голова впереди, тяжелый хвост сзади, как противовес, на весу, а кисти передних лап, вопреки всем фильмам, смотрели не вниз по заячье, а друг на друга, ладонями внутрь. Мелочь? Для достоверности нет. А были ли они холодными, как ящерицы? Похоже, нет. Динозавры росли быстро, двигались активно, а их тела, скорее всего, грелись изнутри. Не так жарко, как у нас, но и не как у крокодила. Где-то посередине. И самое человечное. Долгое время одного динозавра звали Овираптор, похититель яиц. Его нашли поверх кладки и решили, что он воровал. Прошли десятилетия, и выяснилось, что он не крал эти яйца. Он их высиживал. Это была его собственная кладка, и он погиб, закрывая ее собой, как наседка. Мы обвиняли заботливого родителя в воровстве почти 70 лет. Динозавры строили гнезда, охраняли потомство, растили детенышей, а их яйца, как мы теперь знаем, были даже цветными, голубыми и крапчатыми, как у певчих птиц. А как они звучали? Скорее всего, не ревели с разинутой пастью, как в кино. Их ближайшая родня, птицы и крокодилы, чаще подает голос с закрытым ртом, глухой рокот, гудение, от которого дрожит воздух в груди. Так что мир динозавров был, наверное, не оглушительным, а низким и утробным, как работающий где-то вдалеке двигатель. А одна древняя птица из Антарктиды, вегавис, сохранила даже окаменевший голосовой орган, и мы точно знаем, крякать она уже умела. Вот кем они были, не чудовища. Теплые, заботливые, покрытые перьями животные, полные красок и звуков. И это делает то, что случилось дальше, по-настоящему тяжелым. Вернемся к той звезде в небе. Меловой период – самый его конец. Обычный день ранней весны 66 миллионов лет назад. Стада пасутся, хищники дремлют в тени, птерозавры чертят круги над водой. Никто не смотрит вверх. А зря. К Земле подходит астероид размером с гору, около 10 километров в поперечнике. Он несется в десятки раз быстрее пули. За секунды до удара небо над нынешним Мексиканским заливом вспыхивает ярче солнца. А потом он касается Земли. Вспышка. Кратер в 180 километров шириной. Землетрясение, какого планета не знала. Волна жара расходится на тысячи километров.
В небо выброшены миллиарды тонн раскаленной породы, и она возвращается вниз огненным дождем по всей планете. И знаете, откуда мы знаем подробности вплоть до сезона? Есть удивительное место – формация Танис в Северной Дакоте за 3000 километров от кратера. Там нашли рыб, погибших буквально в первые часы после удара. В их жабрах застряли крохотные стеклянные шарики, брызги той самой расплавленной породы, что взлетела в момент столкновения. По костям этих рыб ученые определили даже время года. Была весна. Мы заглянули в последний день той эпохи почти по часам. Но убил динозавров не сам удар. Удар — только спусковой крючок. Настоящий убийца пришел потом. Пыль и сера, выброшенные в стратосферу, закрыли солнце. На месяцы, может, на годы, наступила тьма. Без солнца остановился фотосинтез. Сначала гибнут растения, за ними травоядные, за ними хищники. Планета остыла и погрузилась в холодную ночь. Не пламя, а именно эта долгая тьма разорвала пищевые цепи по всему миру. Спорят и о другом. В это же время в Индии миллионы лет извергались колоссальные вулканы, диканские траппы, и они тоже отравляли климат. Насколько сильно они помогли астероиду, ученые обсуждают до сих пор. Когда тьма рассеялась, мира динозавров больше не было. Исчезло около 3/4 всех видов на Земле, все крупные динозавры до единого. Морские ящеры, летающие птерозавры, аммониты, что сотни миллионов лет наполняли океаны — все. 165 миллионов лет истории оборвались за одно мгновение геологического времени. Почти все, потому что кое-кто уцелел. Маленькие, пернатые, неприметные, те, что умели прятаться, мало есть и согревать себя сами. Одна тонкая веточка огромного древа динозавров прошла сквозь конец света. Прежде чем мы попрощаемся, еще один вопрос. Откуда мы вообще все это знаем? Меньше 200 лет назад слова «динозавр» не существовало. Его придумал английский ученый Ричард Оуэн в 1842-м. Страшный ящер. Первые реконструкции были очаровательно неправильными. Коготь игуанодона приняли за рог и водрузили ему на нос. Потом пришла эпоха костяных войн. Два американских палеонтолога так яростно соперничали, кто найдет больше видов, что перекопали пол Америки и подарили науке десятки динозавров разом. А разгадку их гибели нашли только в 1980-м. По всей планете в слое возрастом ровно 66 миллионов лет обнаружили тонкую прослойку редкого металла – иридия. На Земле его мало, зато им богаты астероиды. Эта полоска в камне и стала уликой века. Вот отпечаток пальца убийцы. Наука — это ведь тоже детектив, только очень терпеливый. И вот мы возвращаемся туда, откуда начали, к той веточке, что пережила катастрофу. Шли миллионы лет, мир оживал, и маленькие пернатые уцелевшие расселились по всей планете. Мы зовем их птицами. Но по науке строго, а не для красоты. Птицы и есть динозавры. Прямые потомки тех самых хищников, что делили Землю с тираннозавром. Голубь на площади, курица во дворе, воробей за вашим окном — это последние живые динозавры. В этом фильме не было рекламы. Канал живет только вашим вниманием, лайком и подпиской. Это буквально и есть то топливо, на котором мы делаем следующие фильмы. Так что, если было интересно, поставьте лайк, подпишитесь, и мы снова отправимся туда, где вы еще не были.